Привет, друзья! С наступившим Новым Годом! Желаю вам всего самого-самого наилучшего. С вами Владислав Ригерт. И я хочу вам рассказать, как и лично для меня прошел этот 100-дневный автопробег. А началась эта история летом 2019-го, когда за рюмочкой чая Дима предложил мне поучаствовать в очередном его проекте. Тогда это казалось авантюрой, но я согласился. До сих пор не могу себе ответить на вопрос, почему. Кто-то предполагал, что это прокачать онлайны. Прокачал не кисло, у меня целых 2 онлайнчика. После 100 дней автопробега я считаю вложение максимально удачным. Другой вариант — это сбежать от домашней суеты и обязанностей, посмотреть страну, покайфовать. Посмотрели, покайфовали, но печень-то не железная. Кто-то должен был принимать на себя удар гостеприимства. Удар, который в большей степени брал на себя ваш покорный слуга. Ну а если серьезно, было интересно, вкусно и познавательно. Но в то же время и достаточно тяжело, потому что постоянно накапливающийся недосып, плюс груз моральной ответственности, возложенных на меня обязанностей, я все-таки ответственный за лайф, которого вы ни хрена не увидели, потому что его весь просрал. Либо я не снимал, либо я снял так, что лучше это не выкладывать. Ну, либо мат, либо какая-нибудь пошлятина. Поэтому милости прошу к нашему шалашу. Лайфа у вас нету, но есть прекрасный новогодний выпуск, который вы сейчас смотрите. Приветствую, приветствую. Вот, проходите, тут еще немножко ремонт идет. Вечный. Вот. Вечный ремонт? Да, вот здесь как бы. Качалка? Да, качалка, наклонный там, в общем. Подтягивание. Вот. Тёха, да? Здесь вот у нас зал, слава богу, что у нас есть этот зал. А чё, зальчик красивый, класс. Блин, и я смотрю, какие-то такие знакомые лежат. Да, красиво. Не, а зал очень симпатичный. Там вот эту стену, конечно, можно было убрать, но тут она несущая, нельзя убрать, чтобы подальше делать. Здесь вот в основном мальчики у нас. Вот. Мальчиков с девочками разделили, что ли? Да, да. Здесь все это было голый пол, блин, все эти резинки, все можно сказать, все сначала как-то все вот. Вы заехали, вообще голые стены были? Ну, как сказать, не было ни резинок, ни штанги, ничего не было. Вот только вот были какие-то вот эти тренажеры были и все, больше ничего. Здесь была платная. Подвальная качалка, да? Да, да, здесь очень много народу ходило. Это у нас Самедова Нелия, перспективная девчонка, 45 категория. Это у нас звезда экрана Бармина Анастасия, серебряный призер первенства России до 15 лет. Вот в январе успели мастера выполнить, вот хоть с одним соревнованием. Это Катя Кутергина, кандидат в мастера спорта. В марте все собрались на соревнования первенства России. За 3 дня все, билеты купили, все, гостиницу заказали, все. А это у нас тоже восходящая звезда, 7 класс, Дарья Мамаева. Вот, тоже кандидат в мастера спорта. Все главное красивые, как на подбор.
сейчас это в Кисловодске на этом перед Европой вот девушка у нас вот. Кузина? Да, Ксения, вот она. С этого зала тоже, да? А? С этого зала? Да, да, она моя это, спортсменка. Самая козырная? Да, вот это вот. Не было вообще ни одной хорошей штанги вообще. И потом набрали, да? Потом, да, потом сейчас, слава богу, 4 женских билета, 3 мужских. Как получилось так, что у вас преимущественно девчонки занимаются? Ну, не знаю, у меня почему-то лучше получается с ними. Вот они как-то вот больно трудолюбивые, что ли, они там по 2, по 3 тренировки, и с ними как-то и весело. Но это вам, и, видимо, им тоже. Скорее всего, да, они же как-то еще общаются, я смотрю, им нравится. Вот одна девушка у нас вообще вот до сих пор родители не могут понять, как она была как бы моделью, в модельном бизнесе как бы, и в итоге пришла вот в тяжелую атлетику, то есть несовместимо как-то, вот так и осталось. Еще что хорошо, они друг друга тянут, вот одна приходит, потом начинает как бы одноклассницу позвать или подругу там, в основном вот так. А уходит в основном из-за чего? Но если взять девчонок, ну, не знаю, честно говоря, вот в основном у них, когда начинает вот эта любовь парков, все, они, я сразу говорю, у них мозги становятся опилками, дружеское отношение, там, дружите с парнями, команда у нас, все. Но как только начинаются любовные отношения, я сразу выгоняю, С ребятами из зала? Да. Ага. Там-то понятно, что я не знаю, как, чего, но с ребятами, говорю, чтобы такой Санта-Барбары здесь не было. Я это уже проходил, так что вот, по крайней мере, пока не вижу, что такое движение есть. Ну, я думаю, она наворочает. Особенно в толчке. Что-то как-то, Не, толчок вообще становится бомба. За кем следите-то? Козина? Ксения. Так, кто еще? Даша Ширина Новицкая. Всех знаете? Конечно. Кто знает? Почти, а из заграничных? Лидия Валентин. Честно говоря, вот у них вот в наше время мы все знали чемпионов мира, там, Евро, то есть у нас такой интерес был, горели, кипели. А они сейчас, честно говоря, вот не знаю, вот у них какой-то, они даже не смотрят. Иногда вот я им говорю, вы что, там чемпионат мира идет или что, вы что? Они могут и не сидеть, не смотреть. То есть они занимаются штангой, да, то есть мероприятиями не смотрели? Да, они могут такой фанатизм, а потом просто полистали, посмотрели, но такого фанатизма у них нет. Но на тренировках они фанатки, честно говоря. Они трудяги, никогда, ну, в общем, не халявничают. Они все время, давайте еще потренируемся, давайте еще потренируемся. То есть в этом отношении... Много всего у них, видимо, вне зала, всякой и гаджетов, и всего. Да, да, вот эти... У вас раньше этого не было? Нет, у нас нормально было. У них сейчас в телефоне все, вот они там все время смотрят. Я говорю, так вы хотя бы отключитесь, кушайте нормально. А то вы там кушаете и не понимаете, поели, не поели. Веса все как-то падает, они худеют или что, не могу понять. Девочек говорю, что это же вы же тренируете, это ваш инвентарь, надо беречь все, собрать все. Иногда и блины моем, все губкой все чистим, все как бы, чтобы блестело. Класс. Вот, так что вот. Хороший настрой у вас. Спасибо. Спасибо большое еще раз и спасибо, что приняли. Вам спасибо огромное. Класс. Так, почему мы едем задом наперед? Что-то горит. Уже 2 недели ездили, ну где же шашлык? Да, придорожный-то с картонной тарелочки. Вот сейчас. Да чтоб потом днище-то. Блин, дурак. Пять кусочков порции, давайте нам 4 порции.
номера заселенных, так как в гостинице нету горячей воды. Трехместный номер со фамилией. Пошел ты. Ты заметил, мы даже не дернули. Ты ключик покажи, Я какой в 700 номере, а вы в каком? 700. Такой этот огрызок дилда. Такой детский дилда. Фу, блядь. Это же лайф. Ребята, штангисты, кто здесь выступал, кто жил в 700-м, в комментариях отпишите. Чьи трусы на батарее остались? Уверен, что вы здесь жили. Нифига себе. Вот я вот здесь. Я поближе к розетке. Димон, дождик будет сегодня? Мы в одни гостинице. 3 человека. Пипец. Это мы можем голенькие по коридорам бегать. Хотя и полная гостиница никогда не останавливала. Главное правильно питаться. Еще и воды там горячей не хватает. Из 4 В 3. смысле не хватает? Да из этого, из-под крана добавь. Давненько я здесь не был. А тут был, когда вообще тут ничего еще не было. Да, здесь такой совдеп был. Штанг у нас где-то около 40 штук. Фирменные. Верксан. Ну, конечно, в основном больше всего лейки у нас. Верксан, китайские штанги. И дальше. Комплектованы по полной программе. И диски есть 2-3 набора лейковских, верксановский набор. И в основном мы используем свои диски. А по какому принципу тренируются в верхнем зале и в нижнем зале? Ну, в основном-то это зал, когда мы начали со света заниматься, так у нас и шла работа. Потом стали заниматься новых тренеров. Вот там Паша, там Диана, его жена, Ахметова, которая самая, там у нас еще Шалаумова, бывшие спортсменки, там еще Пенина. Вот у нас 4 тренера внизу находятся. А если набирают детишек, и там с кроссфит немножечко берут, и в целом так, как бы им, они укоренились там, и там тем более сделали 2 раздевалки и 2 комнаты тренерские хорошие, такие обалденные. И они решили, что мы будем заниматься там. Во-первых, от нас подальше, чтобы мы не видели, лишний раз их не смотрели. Я понял. Да. Ну, вот принцип такой. Ну, а здесь, конечно, получше, здесь побольше воздуха. Ну, буквально небольшая саунка на 4 человечков. Горячий душ, колонка, стиральная машина, сушилка. Спортсмены как тренируются здесь, они могут перестаться ночевать и непосредственно посушить белье. А там гостиница есть между? Я вам покажу сейчас. Ничего себе. Все, вот такая душевая комнатка, там и сушильная комната, свой котел. Баня практически, ну, по мере надобности. Надо было сейчас круче, через час уже можно париться. А я еще прочитал, что вы здесь сборы проводите. Думаю, где же вы здесь сборы-то проводите? Ну, сборы свои. Свои, да? Ну, приглашаем, конечно, с области, там 2-3-4 человека. Ну, начнем с комнаты, где со своей личной комнаты, где вот я приезжают тренеры, там спортсмены, ну, которому надо выселить, где надо. Эта вот комната есть все, кондиционер, телевизор, холодильник, микроволновка, свой душ, туалет. И начнем дальше, когда спортсмены. Им-то много дня не требуется обычно спортсменам-то. Но, тем не менее, здесь тоже самое имеется. Кондиционер, и холодильник, и микроволновка. Сейчас душно, надо включить кондиционеры. У них есть свой кондиционер, свой телевизор, Wi-Fi, тут все есть. Интернет. Сколько всего комнат? Вот это на 4 человека. Комнат 3 получается. Здесь большой холодильник, микроволновка, кондиционер и 2 кроватки. То есть 12 Мест. плюс тренер, да? Нет, вместе с тренерами. Вместе с тренером, Ну, у 12. нас в тренерских комнатах стоят большие диваны, когда вот нужно разместить, там 2 могут быть. И у меня в медкабинете там тоже большой диван. То есть, грубо, в общем, 16 человек там можно всегда разместить. Ну, условия, конечно, не шикарные, но там-то ничего, нормальное.
Там шикарные полудорные кровати, там Да хорошо. нет, так все симпатично. А так, для своей сборной, для своей, очень даже прилично. Самое главное, мне нравится вот эта фраза, когда говорят, у нас тут все скромненько, аккуратненько, а ты стоишь, рот открыл, обтекаешь. Никогда такого Чем не круче видел. зал, тем более скромненько, да? Да, там у нас все скромненько, аккуратно, там вот извините, что вот так скромно принимаем. Вот очень уникальная фотография. 97 год, я выступала в Австрии на чемпионате Европы по ветеранам. 3 поколения Кузнецовых. Отец, он там стал абсолютным чемпионом. Я ему проиграл по таблице Синклера, он набрал 520 очков по Синклеру. Я 468. А, то есть вы с ним зарубились, что ли? Ну, в абсолютке я имею в виду. Обалдеть. Он весь, а я все. А по абсолютке он выиграл меня. И выступал Паша мой, ему тогда было 6,5 лет. Он с показными выступлениями там что-то поднял килограмм 30, толкнул, что-то 20 порвал. Время, там 7 лет ему было. Что ты делаешь? Ты все отошел? Пошли, день рождения отмечать надо. Он уже начал. Он, знаешь, как с понедельника. Некоторые начинают с понедельника, он ждал 35 лет, чтобы начать стоять в планке. 35, 35. Ягодка, ягодка опять. Ну, у нас Титаник. Да. Здание пристройка. Сейчас мы пойдем в это здание, наверняка были другие входы. С других сторон. Из всех вот, то, что я летал, Владимировский полет самый опасный был. Я 2 раза чуть так крыши не пилился. И 3 раза чуть коптером не улетел вообще. О, блин. Ну не все. 103, какой водитель? Че? 104 и 103, 2 номера. Какая разница? Мы все вместе в одном номере будем. Именинник сегодня гуляет один? Ты собрался саблю точить сегодня? Как 35 уже можно? Да. Ничего себе. А ну-ка. Славик, у нас какая-то просто с тобой сегодня будет это? Как обычно, ничего нового. Все нормальные люди с утра похмеляются. Хотя бы завтракают, это уже снимает.
Здравствуйте. Здравствуйте. Лес. Ну а что? Хорошо. В свое время, когда стало развитие, появилось развитие пауэрлифтинга, тренера, которые занимались именно тяжелой атлетикой, ну, пошли более простому пути. Ушли из штанги и занялись пауэрлифтингом. Из каких соображений? Из-за того, Соображений, ну там разряды лепили только так, мастеров за полгода То есть выполняли. полегче? А? Полегче как-то Да, там было полегче, двигаться. а потом штанга-то же была тяжелая атлетика, как тяжелый олимпийский вид спорта. Она была как вид включена в спартакиаду вузов. А вузов много там же в Иваново, энерго, хим, текстильный, там 7-8 вузов, это химический, сельхоз. И у них спартакиада своя проходила спортивная. И там тяжелая атлетика как вид спорта был в этом виде. И их обязало, во всех институтах была штанга. Понимаете, именно как вид спорта. Обалдеть. А потом вот эти ребята, мои старшие приятели, решили, да ну нафиг, давайте мы пауэрлифтинг развивать. Штанги тут надо учить, показывать студентам, как, чего. И они ушли в этот пауэрлифтинг. Проходят годы какие-то, уже надоел им пауэрлифтинг, а уже все. А штангу не вернуть, да? Штангу уже не вернуть. Сейчас уже и в живых-то некоторых нет. Сейчас тренеров нет. В Иваново сегодня тренера по тяжелой атлетике нет. И сегодня ни в Бичуге нет. Вот тоже были хорошие ребята, мастера спорта были. Луг такой у нас был. Луг поселок. 5 мастеров спорта в поселке по штанге. Тоже все заглохло. Все, мертво. Вот. А Иваново сегодня я даже не знаю, как там возродить это все. Там даже тренера нет. И нет даже энтузиаста какого-то. Набор вообще без проблем. Вот с девочками проблемы. Пытался много раз. Первая вот осталась. Не знаю, только надолго ли. Ну, 2 недели уже. У нас все-таки здесь народ-то немножко такой темноватый. А что это значит? Ну а что, приходит девочка, начинает заниматься, и куча всяких доброжелателей. Да зачем, да вот ты то, да вот это будет с тобой потом, да вот ты там девочка, это. И начинают отговаривать, и смотришь, через неделю уже нету. А там другие приходят. Это вот единственная вот девчонка, которая действительно зафанатела и ходит у меня, невзирая на все вот эти дела. Много и родители отговаривают, там, и друзья, там, подруги всякие отговаривают. А она ходит и занимается. Вот, просто родители раньше, наоборот, приезжали и говорили: ты моего держи вот так, смотри, Борисыч, не щади. То есть, наоборот, пожестче просили, да? Пожестче. А сейчас громко сказать нельзя. Громко сказать нельзя. Это все. По головке гладить только надо. И вот так ходить на цыпочках. Не крикнуть, а уж что там еще. Нажалуются, потом засудят. Мне уж неудобно, что все скажут, 140 получил. Вообще, до 140. Потому что тяжелее становится, ребята, с каждой секундой. Придется на 30 еще потом сделать. Да, на 30 потом будет сделать. Молодые спокойно 120 толкают. С каждым днем все труднее и труднее. Так должно быть, да? А будет только хуже, да? Спринт дорогой. Вот, блин, на камеру. Вот. Самому понравилось. Злой, видно, глаза такие злые, класс.
Хорошо. 200 выдержали? Обещала. Сказала не бросить штангой заниматься. Две недели первые прошли. Молодец. Завтра отдыхай. И послезавтра, в принципе, тоже можно отдохнуть. Пятница тренировок. Все, всем спасибо, ребят. Удачи. Спасибо. Счастливо, Дима, счастливо. Пацаны, не подскажешь, как в зал штанги проехать? Как в зал штанги проехать? Разворачивайтесь. Поверните налево. Ох, нафига он ванну повез? Надо ванну было взять, посмотри. Лом поехал. Все с этими сразу, с ножками, ё-моё, чтобы в любом месте можно было набрать. Продолжаются съемки. Сейчас мы снимаем 7-ю часть пункта назначения. Поднял настроение, пацан. Дорога на Кострому. Вот совсем ехал сейчас уже. Хочу тебя расстраивать, но мы вообще очень не туда поехали. Вообще не туда поехали. Тут как бы ехали в Кострому, приехали 76-й год. Вывернулись на маршрут. Так, а куда? Давай налево немного. Налево, да. Маршрут перестроен. Так. Что это? Куда это? Почему это есть в навигаторе? Почему всегда выбираем такую хрень? Ё-моё. Вот, подожди, ну из Кинешмы до Костромы есть нормальная трасса. Почему мы опять поперлись этой херней? Ё-моё. Сусанин, ты же у нас этот... Ну, картограф. Навигатор, ё-моё. Поверните направо. А все, вон там асфальт где-то уже, по идее. Виднеется, надо это запечатлить просто в сам момент. А он, кстати, такой этот рассыпной. Рассыпной. Даже асфальт? На разнавес взяли. Крузак думает, попался. Да. Я же ему еще в первый день после покупки погнал к Ловчеву на этот оффроуд. Он еще тогда чуть в кувет не улетел. Короче, ты его только купил и сразу ему оффроуд устроил. Ребят, после этого планирую крузак подготовить к продаже. Если есть желающие, пишите в комментариях. Мы скажем, где детали собирать, которые в дороге поотваливались. Да не, хорошая машина, че. Дорога хуйня, машина хорошая. Нахрен нам нужно поехать дальше. Давай спросим, может недорого. И чё, кися? Че, куда едем, мальчики? Может, своими пиздовали. Ой. Это прям асфальт даже виднеется, что ли? Это как не асфальт, это вода. Это вода. Какая дорога, такая уборка. Дороги моют. Мы сейчас вместе со штангами получили массаж. Здесь сейчас туда тоже. Ну можно здесь. Или да, вот здесь заехать и туда запарковаться. Здравствуйте, здравствуйте. Пойдемте. Так, там вот видится, там уже, да? Да, А сколько там примерно человек? Да их немного, там человек 7-8. 7-8 человек? Нормально, Там не просто, все подошли. просто взял 15 плакатов. Да, сейчас Но если что-то останется, то ты мне верни, чтобы для нашего зала осталось. Мы все равно спорт. Да. Дома культуры. Центр культуры и молодежи. Да. Приветствую, да? Ничего себе, кепки какие. Вот этот зал был основан в 2016 году. Значит, у нас был спорткомплекс, по сути, мы начинали вот сыном заниматься там, с
сын Александр, 9 лет. Вот. Ну, потом решение было принято перейти сюда. Значит, вот Саша правильно сказал, вот мы делали такие помосты, покупали там на 55 тысяч, как я сейчас помню, купили резину, фанеру, да, вот она часть фанеры, сейчас вот мы ее демонтировали, она вот здесь. А вот это выкидывали помосты, которые грибная база. Вот. То есть звонит директор, говорит, слушай, там, говорит, помосты есть, да? Тебе не надо, я говорю, там все надо. Это вот то, что ты рассказал, что почти в каждой спортшколе есть, да, лежит помост откуда-то. Все. И нам приходилось вот это все консолидировать, миру по нитке собирать, это все обеспечить, потому что, ну, это 16-го года выпуска они, да? Ну, они хорошие. Они в хорошем состоянии, по сути, да. А вот те, которые там в Костроме сейчас они лежат, ну, там еще советские, добротные, такие дубовые, хорошие помосты. Вот. То есть мы вот разминаемся вот здесь, и выход на помост у нас вот здесь идет. Круто. Вот, мы вот здесь ставим помост, тяжелоатлетический. Если будет отбой, я позвоню. Вот замечательные условия. Поднимаешься по лестнице, здесь ставится помост 4 на 4. А, то есть отсюда прямо выходите, да? Да, вот они Атлет здесь намазал руки, выходит, все, вот здесь поднимает. Все, пожалуйста, зрители сидят, вот все условия. Перед зрительным залом. Здесь основание очень мощное, еще спорили тогда, а в целом-то вот это выдержит или не выдержит, потому что ремонт сцены сделали и все. Ну, вроде просчитали, все достаточно хорошо. То есть все получилось, все нормально. Ну, мы уже, наверное, около десятка соревнований здесь провели. Как бы, ну и все хорошо. Но пришлось его усиливать? Ничего или нет, оно как было, то есть это здание 88 года постройки, а тогда строили. Ну, советская стандарт, постройка да? капитальная, Стандарт. да. То есть... Там же уложены плиты, потом асфальтирование сделано, бетонирование, и только потом сцена идет. То есть она достаточно все это жестко сделана. Ну и советский помост 4 на 4, он же все равно нагрузку распределяет. То есть точечного удара нет. Тяги-то такой же сильный, как приседания? Нет? Если вам пригодятся, не убежите куда-нибудь в другую секцию гимнастики или... Надеюсь, они вас привяжут, а всегда тяжело. Да, Так, живот не суем, с пяточек и вверх. Туда вперед на носках. Во всей стопы. Все, Рефи самый хороший. ну, поздравляю. Хоть напрягся. Да, я тоже хотел сказать, хоть напрягся один раз. Какие-то тяжелодические эмоции показал хотя бы в кадре. А сколько у тебя лучший? 20. Ты что, рекорд присел? На 10 карат добавил сейчас? Хорошо, тянем до конца. Держим, все. Все, хорошо, закончили. Так мы его на 56 заряжаем. На рекорд. День рекорда. Идем и нет, Андрюш. Валерий Федорович, Точно? Не, он сделает, 100%. Давай, не Так, сдаемся. Андрюш, не торопись только. Так, давай позрее, упрись вставать. Умница, работаем до конца. Отдышался и ногами. Поздравляй с рекордом. Не знаю, что в субботу будем делать. Наверное, 60 толкать. Субботу 57 буду. Начальник. Здравствуйте. Это вот Сергей, директор музея. Это Дмитрий Вячеславович, секретарь Олимпийских игр. Чемпион мира. Правило номер 1. В ходе экскурсии фотографировать и фотографироваться категорически разрешено, поэтому смело можете доставать телефоны и фотоаппараты. Правило номер 2. Без разрешения мы ничего руками, а самое главное зубами не трогаем, как бы сильно не захотелось. И правило номер 3. Это правило хорошего настроения. Только с хорошим настроением отправляемся на экскурсию. Самая древняя легенда, которая дошла до нас, это легенда о древнеаравийском купце
традиция Канани, который однажды отправился в путешествие через пустыню в караваном своих верблюдов, и в дорогу они взяли с собой еду – хлеб и молоко. А молоко налили вот в такие бурдюки. Это у нас настоящие бурдюки из воловьей кожи. Правда, это у нас видный вариант с узким горлом, но ничего, принцип будет понятен. На сегодняшний день в мире известно уже более 2000 сортов сыра. Из них почти 80 наши, костромские. И есть такие специальные люди, которые коллекционируют сырные этикетки. Они называются тиросемиофилисты. У нас это слово в туалете на стенке написано. Тиросемиофилисты. То слово «сыр» на Руси было, а сыра не было. Потому что сыром называли не сыр, а творог, продукт испорченного сырого молока. И поэтому сегодня в нашем меню есть такое замечательное блюдо, как сырники. Называется от слова «сыр», а делается из творога. А сыр в России появился благодаря царю Петру Первому. Когда он прорубил окно в Европу и сюда хлынул технический прогресс и масса всевозможных новшеств, в том числе и кулинарных, он из Голландии привез в Россию не только сыр, но и специалистов, которые должны были наших мужиков научить его делать. Так. Помнят руки-то? Нам помнится в вороне. А может быть корове. Однажды повезло. Прислал ей кто-то сыра. Грамм, думается, 200. А может быть и 300. А может полкило. На ель она взлетела. А может не взлетела. А может быть на пальму с разбегов забралась. И там она позавтракать, а может пообедать, а может и поужинать. Спокойно собралась. Добрый день, дорогие модники, критики и ценители, а также просто любопытные путешественники. Добро пожаловать в Дом модных увлечений Снегурочки. Мы находимся с вами в первом зале. Это зал рождения нашей снежной красавицы. А вы знаете, как появилась Снегурочка? Как родилась наша снежная красавица? Просветите нас. Ее слепили из снега в сказке. А сказку написал великий драматург Александр Николаевич Островский. Давайте познакомимся с ним поближе. Проходите, не стесняйтесь, можете сделать памятные фотографии, а я на фоне расскажу вам интересную биографию нашего драматурга. Резьба, да? Снегурочка, конечно, совершенно верно, но не только потому, что это персонаж его известной сказки. Мода, конечно, самая изменчивая единица, и кое-что в ней не менялось, оставалось практически без изменений, и вы мне сейчас поможете и подскажете. Вы знаете самую популярную прическу нашей Снегурочки? Коса. Конечно, коса. Коса русская, да, до пояса, с кулак толщиной и обязательно ниже пояса длины. Здесь, конечно, все-таки лично на мой вкус немножечко перебор. Ну, я думаю, скорее всего, да. Бубная помада была придумана для мужчин-бородачей, у которых была слишком густая растительность на лице и не видно было линию их рта. Но было неприлично разговаривать с собеседником, когда, ну, скажем так, непонятно, откуда звук идет, да, и поэтому стали губы подкрашивать. И процедура маникюра пошла от Домика Пятого, который традицию такую запустил, ухаживать за кожей рук и ногтями. Самая русская, народная, такая колоритная ткань, конечно же, лен. И у нас Кострома – это столица льняной промышленности. Так, а вот, наверное, мы вас попросим не снимать, это украдете наши хорошие идеи, наших нарядов, и потом будете выпускать под брендом. Кокошник Винер. Трем ладошки друг об друга. Это секта какая-то? Ну что, произошло чудо, тепла вашего было предостаточно, и все наши ящики разморозились. Поднимаемся на второй этаж, будьте аккуратны, ступеньки скользкие. У вас такая фактура, я вас сразу вижу богатырем-русский. Надеюсь, я попаду. Кто бы сомневался. Так, смелей. Во! Ой, ой, красота. Красота. В одной команде. Головной убор. Это тоже на затылок. Ага, сами оденете? Так, ну и вы у меня остались. Если я чуть-чуть натяну, вы мне скажете. Если я вас задушу, значит я не буду все делать. Начнет пипеть, значит прекращать. Нормально? Да. Все. Шикарно.
В сырном музее я чувствовал себя увереннее. Может, так и поедем в Ярославль? Будем готовить. Сейчас идем. Ты готов? Да. Я же уже был на модном приговоре. Ты думал, танцы со звездами это последнее? Что мы с тобой сделали? Я экспертом был. Птичка наша упала. Вот он, бедолага, лежит. Сука, распутать его еще. Не, ну он должен же был когда-нибудь... Когда-то это должно случиться. Когда-нибудь упасть-то. Птичка загнездилась. He's alive! He's alive! It's alive! Да, не, это я слышу, прям газонокосилка заработала. Давай, давай. Понадобился. А ты видишь, я весь как это, как барахольщик. Все напишут, я Там батарейки, телефон. Чтобы быстро решить вопрос в плане помостов, в других спортшколах попросили нам отдать помосты для тяжелой атлетики, которые Советского Союза, которые в данный момент уже не использовались в этих спортшколах. Соревновательные именно, да, которые 4×4. То есть один мы оставили его целиком 4×4 размером, а второй разделили на две части, получились 4×2, два помоста, соединили их просто по краям, чтобы они не разъезжались. Этот помост следом купил просто за деньги, он бэушный, ну, вполне пригодный для тренировок. Там просто пока из резины выстрелили, получили зону там для начинающих, для малышей, которым не требуется отдельный помост, который просто еще изучают технику там с палочкой, с пустой штангой. То есть постарались максимальное пока количество на данной площади сделать рабочих мест. Также посчитал нужным создать плакат, на котором будет расписана вообще история развития тяжелой атлетики в нашем регионе, чтобы любой человек, который пришел в зал, или там родители, которые ждут детей с тренировки, могли просто подойти, прочитать, ознакомиться и для себя вообще хоть узнать, кто создавал тяжелую атлетику в регионе, кто в какие года там выполнял какие нормативы, кто выигрывал крупные соревнования, благодаря чьим усилиям сейчас тяжелая атлетика. Здесь все указано. Все указано, да, и превратили это в плакат, с которым любой желающий может ознакомиться. Посиди. Встаем. Ага. Руки не напрягай, не показывай руками. Пошел быстрее с тобой. Отдышался и ногами. Держи.
Погода. Ну, ждите. Погода балует. В Ярославле, может, солнышко, ну? Начали целоваться, начали с девочками. Здорово. Это дочь мой. Ну, правда, мимо идет на тренировку по легкой атлетике. Серьезно? Променяла. Променяла? Ничего не променяла. Похоже, похоже. Так, Ну, вы где встали? Мы Вот за той на- парковочке, да? Ну, здесь, а здесь-то стойте. Все, чего? вот здесь, да? Отлично. О, ты в форме, что ли, я не пойму? Я? Всегда. Да я поел недавно просто. А жоп-то чего такой здоровый? Красавцы. Ну, пойдем смотреть. Ярославль. Как протискивает. Здравствуйте, мы пришли. Здрасте, а штанги? Наконец-то. Мы таили сколько Я уже чуть ушел. Миша, я думал, ты изменился. А что, нет? Обалдеть, А вон Матвеев. Ух ты! Миш, когда последний раз штангу поднимал? Да вот сегодня, когда показывал движение, но это был пустой гриф. А если серьезно, ну году в 2010. А, нет, мы же куда? В Донецк ездили выступать 2 года назад. В 2018 году нас отправили со спецмиссией в Донецк. Чемпионка ДНР. Да, вот. С результатом, что я там сделала, 50-60. Андрюха, а ты там как? Ну, если на соревнованиях не считать, то позавчера что-то я там поднимал. Да, даже начал, да, снова? Начал, да. Опять начал? Опять, да. Зал с 1976 года. Но он был не такой еще, он был другой. Была вот одна комната, вот эта, вот так вот. Здесь это то есть сейчас он в 2 раза больше? Да, в 2 раза больше. Это бывшие раздевалки. Вот. Потом я все тут поломал, то сюда, и вот он стал вот таким. А как здесь можно соревнования провести-то? Ну, тут по 10 человек. Поток? Поток не больше. Раз, 3 разминка, помостика. 2 разминка, 3 разминка. Ты по метру отмеряешь, что ли? Да. На разминку метр квадратный, да? Все, и не больше. Так, вот здесь, короче, разминка. Ширма синяя, гламурная. Ага. Там секретарский стол и все. Здесь, вот, здесь выход. Сюда, вот он, вступательный помост. Всё. Так еще родителей сколько? Родители вон забежит? там обычно сидят. Станок выносим вот этот за пределы зала. Сколько здесь квадратных метров? 80. 80? Ну, Вообще королевский За день размер. тут человек 60, наверное, проходит. красавцы. 4-5 потоков. Так что... задерживаться, я тебя наберу. Ну, я думаю, что Рывкачи. будем, если мы только в пробку. Рывкачей здесь снимают? Нет, по адресу. Мы там. с резинотехники сейчас возвращаемся. В соседней едем на машине стрелку, потому что рывкачей с утра снимают. тоже Я сейчас понял. вроде бы так раздуло. В этой рывкачи едут. А ты рывкач или толкач? Видите? Он тормоз. Его хрен догонишь. Вот здесь мы уже подошли, вот здесь. Вот, Оксана, вот вы стоите. Да, так я говорю, мы уже прошли. Одна из главных достопримечательностей города Ярославля –
Дмитрий Клоков и его Power Position. Когда началось моровое поветрие, войско Минина и Пожарского стало умирать прямо. Зачетки с собой вечером. Был организован. Сказала. Тимон, ты зачетку взял с собой? Вечером экзамен сдавать. Вот туда? Она, кстати, тоже, Роулинг, выразилась как-то некорректно по отношению к этим, женщинам соответствующего. И ее сейчас тоже травят, как вашего кроссфитера. Экскурсия. А ты думал? Вот та самая пивная. Действительно, мы идем в ту пивную, в которой снимался фильм непосредственно. В которой будем пить. Все та же гиря. Спасибо. У нас сегодня какой? 18-й день. Каждый день тренируемся. Если честно, у меня уже все болит, я уже устал. И сегодня вот впервые, первый день, когда я прям вынужденно хотел отдохнуть, но когда сейчас зашли, увидели полный зал, журналисты, спортсмены, какие-то зеваки, любители, не можем не потренироваться, поэтому пошел опять за своей сумкой. Если честно, я, Леха, не ожидал, что будет столько народу. Я вообще хотел сегодня отдохнуть. Сейчас еще придет, и я думаю, надо что-нибудь придумать, нам зарубиться. Какое-нибудь упражнение. То есть ты меня решил это? Подготовить 210, сегодня будет тренировка. Я вчера 120 руки еле удержал, на плечи уже отваливаются. 120 у нас рвут одной рукой. Сейчас Карен придет. Он 20 одной рукой рвет? Да не, он пятерку порвал. Или сегодня придется 20, потому что Дмитрий не готов, и я не умею. А кому-то отдуваться надо за всех. Давай, ты сегодня, Леха, а я поснимаю и чуть-чуть вывядивай. Разомнемся. Все-таки загорелись глаза, да? Это как всегда, да. Я снимала их только на больших. Так. Go to Брянск. Брянск. Маршрут построен.
Через 100 метров поверните направо, а затем поверните налево. 660 километров. Слушай, а что, через Москву, да, он ведет? Через Москву, да. Через Москву ведет. Заехать к Елене Григорьевне? На 5 часов у нас будет. Но мы в Москве будем через 4 часа. А от Москвы сколько ехать? Примерно 5. Действительно, когда мы сели в машину в Ярославле и забили в навигаторе дорогу на Брянск, то он нас вел через Москву. И мне кажется, что вот этот вот заезд домой, буквально там на 4-5 часов, он мне в психологическом плане очень помог. Потому что уже проснувшись утром и сев в машину, я понял, что я практически обнулился. И все, что было до этого, оно как-то так немножечко сгладилось. Славику, конечно, это было не принципиально. Диме тоже, потому что он буквально только зашел в зал, там поменял какие-то вещи, но до дома ему было ехать далековато. Да и супруга у него в этот момент была не в Москве, а в другом городе, собственно, в городе, который потом мы планировали проехать. То есть у каждого, в принципе, получился в автопробеге такой момент, где он увидел супругу, где он увидел семью, буквально там на какие-то часы, но тем не менее был момент этого обнуления. У меня он появился первый. Вот, дорога до Брянска была короткая, в принципе, я, как всегда, проспал. Я вообще очень много в дороге спал и лежал на заднем сидении. Собственно, за это огромное спасибо пацанам. Я потому что готовился к интервью, тоже психологически для меня это очень важно именно высыпаться. Я могу не есть, могу там не пить, но не спать я не могу, поэтому ребята меня в этом плане поддержали. В Брянске нас ждала довольно-таки серьезная программа благодаря Егору Климанову, который нас там ждал и готовил всю эту программу. И началось все с посещения его зала. Мы заехали, посмотрели, довольно-таки хороший зал, в хорошем месте, сильные ребята, увидели некоторых даже детей известных спортсменов, уже, так скажем, второе поколение спортсменов, с которыми я поднимал. Мне тоже было очень приятно их увидеть. Потом мы поехали на сталелитейный завод, где попали на День металлургов, и мне выпала честь на таком большом для этого сообщества празднике выступить с речью. Для меня это было очень приятно. Спасибо за такую возможность. И потом нам сделали экскурсию по цехам, по производственным помещениям. И вот сейчас я могу вам точно сказать, что за всю поездку, за все, что я увидел, вот это на меня произвело самое, наверное, большое впечатление. Объясню почему. Не знаю, откуда у меня это, но все эти производственные мощности, вот эти цеха, станки, вообще момент производства, он во мне где-то сидит. Вот как-то во мне это заложено, меня всегда это восхищало и вдохновляло. Собственно, наверное, из-за этого я и начал заниматься производством одежды в какой-то степени. Да, не просто размещать где-то заказы, а именно самому в этом копаться, разбираться. Мне это нравится. И пусть это будет там производство оборудования, производство таких вот литье металла, производство из этого металла разных вещей. Мне это вообще все нравится. И, к сожалению, в этот день завод не работал, вот, но зато мы посмотрели практически все. И когда я уже вышел с завода, я залез в интернет и нашел видео именно этого завода, как это в действительности работает ежедневно. И это, конечно, шикарное зрелище. А еще меня очень покорило, когда мы ехали потом на празднование в Брянский лес с директором в его машине, то он мне рассказал, мы ехали один на один с водителем, он мне рассказал историю вообще про людей, которые там работают, кто эти люди, всякие интересные истории. Это, конечно, очень круто. Вот если бы у меня была возможность, я бы, наверное, даже сделал бы целый фильм. Вот мне просто самому было интересно вот поспрашивать людей, поснимать все это самому. Не просто на видео, которое вы сейчас увидите, уже отснятое кем-то, а самому это снять, дополнить это все живым разговором этих людей. Это, конечно, очень круто. Поэтому сейчас видео, потом Брянский лес и так далее.
высокий берег, а вывели до 40 тысяч лошадей. Эй, покрылся берег, эй, покрылся терек сотнями порубанных, постреляных людей. Далеко от Москвы, город, который знаешь ты, где металлурги славно давно живут. Пойдем снимать, показывать, где я тренировался 2 месяца. Тебя соседи все знают? Бесконечно. Да, по шуму, я думаю, все знают. По имени? Да, там на 4-м этаже парень музыку постоянно слушал, но я штангу бросал, поэтому мы с ним квиты были. Пора. Лифт. Тут, конечно, не Москва, провинция. Я как понимаю, глядя на Егора, вряд ли соседи ему предъявляли за шум и так далее. У нас тоже случай был смешной один. Расскажи. Это женщина. Я думаю, все через вас это было. Улаживание отношений с соседями. Как это в лифте? У нас даже женщина, я когда в лифт захожу, она говорит, я пешком, и идет. Идет отдельно, со мной даже в лифтах тут не ездит. Ну серьезно, соседи вам что-нибудь говорили, нет? Нет. Ничего не говорили, да? Нет. Заходим. Опа. Вот мой спортзал. Спортзал мой. Это уже не только твой спортзал. Подожди. Вот здесь? Вот здесь я тренировался конкретно. У меня дочка закрывала дверь, смотрела мультики. Вот так вот мне постоянно подбегала, ее захлапывала, мне приходилось полностью сконцентрироваться на двери и тренироваться в замкнутом помещении. Честно, он сломал что-нибудь? Потому что весь мир, я не говорю про Россию, весь мир ждал, что он все-таки проломит. Нет, ничего не сломал. Честно? Нет, настоящий профессионал. Даже не пробежал вперед, видишь, вся дверь целая. Да, все. Не, серьезно, ни разу? Нет, ни разу ничего. не было. Я в 60, когда рвал, у меня она чудом в стену не влетела. Ну, сейчас я вот перешел на кухню, мы еще на кухне ремонт не делали. Положили тут просто линолеум. Я уже здесь 160 с подставки рвал. Где ты здесь рвал ее? Стол вот сюда стол ставил, стулья вот так вдоль, вот так и все. И тут вот у меня сейчас тренировочное место рядом с холодильником. Тоже интересно. И вот здесь я 215 потолкал, это все на моей странице есть. Поэтому тут если ронять, то только на кухонной. В комнате не пошло у него. Да, в комнате. Я сначала хотел перейти в комнату, там у нас есть кабинетик. Но там у меня что-то штанга не летела, я 150 килограмм тяжело порвал, больше я туда не возвращался. То есть вот я изначально хотел убрать вот тут диван. То есть у нас комната собаки. Да, вот живет. Я уже стойки привез, тут уже подкрасил их в белый цвет, надо будет еще пройти штанга, вот и лейка у меня тут есть. То есть ты готовишься ко второй волне? Да, я всегда к ней готов, этим меня не испугать. Вот я уже даже выставлял на Авито диван, чтобы освободить себе место для тренировок. Сколько диван стоит? Да, 1020, да. Мы его покупали, хотели за 10 тысяч быстро скинуть, чтобы... Короче, десяточка, да? Да. Хорошая реклама, кстати, если карантин начнется, я не буду на Авито, я через тебя его умножу. Я, кстати, когда вот с Димой Берестовым мы выходили, Дима, тебе привет, выходили, я ставил камеру вот сюда, и мы с ним вечерние тренировки делали, получается. Тут стойки, тут диван, тут этот стол, и тут тоже вот в таком замкнутом пространстве мы делали, там в шунге же мы Слушай, реально места мало. Да, тут места мало и постоянно координация. 3 метра на 5? Меньше. Меньше, да? 3 на 4, наверное. 3 на 4. Главное штанга и лейка, я так понимаю, да? Да, штанга и лейка, еще и стил была женский гриф. Я боялся, что штанга выскочит из рук, потому что
Она скользкая, магнезия у меня не было, там все люди видели, побелка от стенки. Я вот так руками проходил, то, что мы ремонт делали, и тренировался. Магнезию ни разу не использовал за все 2 месяца. Вы как-то не отреагировали на то, что он побелку все это стирал? Нормально? Да, нормально. Нормально? Помогал ремонту. Зачищал я своими руками все стены. Короче, Выравнивал. Я так понял, у вас все в унисон. Ну да. Все вместе. Сколько вы уже вместе? 8 лет почти. Серьезно? А главное, что меня жена во всем поддерживает. То есть все мои задумки, что я только не хотел. Если надо штангу, она никогда не была против. Вот по сей день штанга стоит, и несмотря на все ремонты, она всегда меня поддерживает. Это главное в семейной жизни. 100%. Ну ты не принимал участие в выборе дизайна, да? Да я вообще ни в чем не принимаю участие, кроме тяжелой атлетики. Он только деньги дает. Все, что связано с тяжелой атлетикой, я за, остальное. Не умеешь, не лезь. Я так считаю. Ну да. Здрасте. Здрасте. А вас как зовут? Анита. Как? Анита. Анита? А собачку как зовут? Собачку Лилу. Лилу сейчас, по-моему, в обморок упадет. Посмотри, Лилу. Это дядя Дима. А вы откуда пришли? Из бабушки. От бабушки. Разувайся, Анита. Папа штангу бросал здесь? Ну, на кухне один раз. Один раз. Все-таки уронил. Получилось тут скрыть. Дочка все расскажет, да? Да. Был грохот, да, один раз, дочка? Что, прям уронил? Да, 190 килограмм я брал на грудь. Точно. Хотел через пах ее опустить, а она у меня выскользнула. А вот не получилось. Да, дочь все рассказала, видишь. Молодец. До свидания. До свидания. Вот такая история. Молодцы. Она вышла, то есть и плюс я вставил ее. Тут все шикарно. Иди вот туда дальше. Нормально. Вот и заруба уже нарисовалась. Красота какая. Это все стирается, что там нужно, поэтому вот это сама парилочка. Там печечка такая, я только поставил нормальненько. Груду мышц надо это распарить. Так, бойцы, там это, полотенце, вот с этой с правой стороны, это все чистое фольгировано. Себе страничку. Там все нормально? Все нормально, страницы слипшиеся, а так все нормально. Когда здесь люди последний раз тренировались? Ох, в марте месяце. В марте? Да, в марте месяце. Когда началось, все решили ремонт сделать? Да, нас закрыли в связи с этой пандемией. Вот, и решили сначала окна поменять. И окна поменяли, нас, так как еще не открыто, не собираются открывать, мы думаем, сразу сделаем помост, чтобы уже дети пришли и занимались на нормальных помостах. А кто здесь еще параллельно с вами? Борцы в последний год начали, а так постоянно с боксерами. То есть боксеры напротив штангистов? Да. Когда бой Кокляева с Емельяненко был, как вообще, телевизор выставляли сюда по центру? Ой, не. Все по домам смотрели, все дома сидели, смотрели. С какого года вообще вы здесь? С 2007. 2007? 2007, да. Я начал с 99-го, но тогда еще Анатолий Владимирович не здесь был, у нас еще 2 зала были, по крайней мере. А сейчас сколько залов? Сейчас 1 у нас по тяжелой атлетике. Да. А те почему закрыли? 1 в подвале был, точнее их 2 в подвале, в одном качалка сейчас там чисто люди качаются, а другой зал там совсем забросили. Тренеры все сюда перешли? Да. И спортсменов, да? Ну, уже спортсменов не осталось с того времени. Вот. А тренера, опять же,
Некоторые тренера в одном зале были, некоторые в другом. То есть именно с того зала, который закрыли, его уже с того зала тренеров уже как нет. Мы когда приехали в Мценск, зашли в этот зал, нас человек очень хорошо встретил, мы записали с ним интервью, он рассказал про зал, рассказал вообще про тяжелую атлетику в области, про тренеров, про спортсменов. И потом ребята ушли в баню, они заказали еды, там начали готовиться к бане, а я начал снимать девочку, которая пришла в этот момент тренироваться. И когда я ее снимал, я вспомнил, что я в этом зале раньше был. И я в этот зал приезжал в 1996 году, когда в Мценске проходил чемпионат России отборочный к Олимпиаде в Атланте. И я тогда приехал с Айдаром Флюровичем Яруллиным, с его башкирской командой. Мы жили в пансионате, как и все спортсмены. И в этот зал, вот как раз вот в этот зал, мы ездили тренироваться. А выступление было в дворце. Так вот, мне вспомнился момент, когда мы с утра приехали с башкирской командой, тренировались. Я там встал в уголочке с какой-то маленькой штангочкой, так как я тогда только начал заниматься, буквально несколько месяцев только прозанимался. Вот. И в один момент подъехал автобус, и туда привезли основную сборную. Вот тогда вот Чемеркин, Сырцов, ну, все вот эти вот лидеры команды того времени. И они тогда одновременно все вошли в зал, а я уже интересовался тяжелой атлетикой, так как все окружение моего отца было штангист, и Айдар Флюрович меня заражал постоянно всякой информацией, фотографиями, видео и так далее. Я, в принципе, всех знал. И вот один из этих именитых спортсменов, он подошел ко мне и говорит: мальчик, давай, типа, с этого помоста уходи. И я тогда что-то такое прям разозлился, я, может быть, виду не подал, я просто взял эту штангу, отошел там на 2 метра с помоста и продолжил свою тренировку, но мне как-то это запало. Но вот с того времени я это, видимо, не вспоминал, и только увидев этот помост, увидев этот зал, увидев эту девочку, которая занималась, я этот момент вспомнил. И вот сейчас, буквально несколько месяцев назад, я встретился на соревнованиях с этим человеком, с этим спортсменом, я ему эту историю рассказал, мы вместе поржали. Но вот этот зал такой остался у меня в памяти. Ну а после бани и классного обеда мы поехали в Орел, где нас уже ждали ребята, спортсмены в одном из залов. И там получилась довольно-таки классная беседа, ребята были довольно-таки активные, видно, что люди вовлечены в тяжелую атлетику, разбираются в ее проблемах, и разговор получился очень живой и интересный, за что ребятам большое спасибо. Ну и затем мы двигались в Курск, и то, что там было, вы сейчас, конечно, увидите. Курск есть Курск. Через 200 метров на светофоре поверните налево. Понятно. Короче, мы в Курске. Был я здесь 3 раза на соревнованиях. Первые 2 раза забаранил, а 3-й раз выиграл чемпионат России, отобрался тем самым на чемпионат мира и поехал в Катар. В Катар и там тоже выиграл. Вот такая у меня история с Курском, когда 3-й раз собирался сюда же. Думаю, блин, первые 2 раза баранка, у меня баранок вообще больше никогда в жизни не было. Вот было стрёмно-то, пипец. Я еще помню, после 2-й баранки от зала, куда мы сейчас едем, до гостиницы, помню, дворами шел, потому что прям рыдал, слезы были. И чтобы ребята там никто не видели, я вот дворами пробирался, там такой заплаканный. Вот. Ну и сейчас вроде едешь уже не выступать, а повидаться с ребятами и взять интервью, а какое-то волнение, не забаранить ли сегодня? В чем можно забаранить? Думаю, так, к чему я не подготовился, ё-моё? Где можно баранку хапануть? Через 200 метров на светофоре поверните налево. Ладно, 1 минута до зала. Ну, я так понимаю, что вот туда, куда мы сейчас едем, это там, где я забаранил 2 раза. А вот 3-й раз, это был, мне кажется, другой зал, но мы сегодня узнаем.
Поэтому вот это самый опасный зал. До конца маршрута осталось 200 Короче, ты метров. едешь в цитадель своих неудач. А может быть, это и фундамент будущих побед. Это как на это посмотреть, поэтому... Сейчас на все на это смотришь уже с улыбкой, а тогда это была трагедия просто, ё-моё. Батя еще увидел, что там было. Так, ну, я так понял. Приехали. Приехали, да. Я так... Опа. Ребята, вон, видно, спортсмены. Ребятки, спортсмены, похоже, собрались. Смотри, чуть-чуть так протиснемся. О, Федяев, ничего себе. Видишь, да? Да. Обалдеть. Тренер Андрюхи Козлова. Добрый гутен морган. Сейчас. Тренера, судьи, спортсмены. Да, прикольно. Судя по всему, опять выступать надо будет сегодня. Хотел я вчера таблеточку диклофенака закинуть. Да чувствую, уже это не поможет. Ну ладно, на своем. Ну пойдем, посмотрим. Загляни в зал. Меня эта расстановка стульев и центральный помост что-то пугает. блинов под те-то собрали. Чувствую быть баранки еще одной, ё-моё. Типуньки на язык. Я говорю, здесь 2 раза баранил. Да, вы здесь и мастера выполняли? Тоже верно. Разминочка. Ой. Да, красиво, конечно. Смотрите, это мой дом, который я целый год долбил. Класс. Алексей Вячеславович, посмотрите. Это прям реально уровень, да, Славик? Шик, да, серьезно. Сейчас опять на помост выходить. Надо размяться в разминочном, а выйти на помост. Это не то же самое, что разминаться и поднимать на помост. Вот здесь вообще прям нужный вопрос. Почему я на этот помост сейчас встал? Вот здесь я такой чушь творил. Я же ни разу на разминке не порвал. Тогда во второй раз, когда приехал, ни разу не порвал. Я тяги делаю. Тяга. Боялся. Да. Желание выступать не имеют, да? Как? Желание выступать не имеют. Почему? Ведь это нормально, например. Слушай, да много других вещей, которые могут и должны приносить удовольствие, понимаешь? Не, ну это понятно, но я имею в виду по уровню российских соревнований. Не. Есть просто другие вещи, которые также приносят удовольствие. Вот я про что говорю.
Спасибо. Заслуженного мастера спорта России, чемпион мира северного коридора Олимпийских игр Илья Глоба, Россия. Доктора нет, мы можем обеспечить. Пипец. А? Да не, я встану. Я просто... Это-то понятно, а? Не, это-то понятно, травма. Я просто от ситуации от самой. Надо же такую... Надо же так сложиться, блин, офигеть. Да. Интересно. Интересно. Да я, не, это нормально. Это нормально. Сама ситуация просто... Знаете, уже это немножко разрушил, когда мы в школе учимся, что-то не получается, там мы получаем руки, а оно вот прям, ну, летает эмоционально. Когда все это заканчивается, вот эти все вещи вспоминаешь свой период. Сейчас, с одной стороны, вроде не обидно, но с другой стороны, 37 лет. Вроде не обидно, а с другой стороны, 21 день ехать в машине, там, постоянно там тренироваться, как-то не восстанавливаться, вроде нелогично. Вот, поэтому всему свое время, всему свое место, и, наверное, вот это самый лучший ответ будет вот тебе. Когда ты мне сейчас возьмешь назад и сказал, ну здоровый, вот вроде бы как и здоровый, но уже ситуация сама твоя жизнь, сама твоя сфера деятельности и многие вещи, они уже не дают, понимаешь? Вот 20 дней назад 190, там, полпальца порол. Позавчера 170, очень легко порол. А сегодня 160 уже никак не травма. Поэтому вот это должно остаться для удовольствия, но не соревнования. Вот. А у вас, конечно, у большинства это ваша дисциплина, вы только начинаете многие этот путь. Вот, поэтому я вам желаю, чтобы вы этот путь прошли достойно, радовали своих родителей, друзей, попытались за счет спорта, как, собственно, наверное, это и есть. Спорт, он готовит вас к выходу из большой жизни. Потому что спорт — это
вот самая такая сладкая часть, когда все хорошо, все там тебе помогают и так далее. И потом после завершения этой карьеры ты попадаешь там в реальные джунгли. И вот спорт — это классная подготовка к этой обычной жизни. Поэтому я вам желаю, как в спорте, а тем, кто уже закончил, и вне спорта, удачи, здоровья и самореализации. Удачи вам. Ну, а я восстановлюсь. Есть контент. Пипец. Лучше не придумаешь. И грустную музыку надо сделать. Да, да. Здесь пойдет грустная музыка. Не, все логично, история же Рыбкачей, она же про примеры. Ну вот, поэтому примеры какие? Всему свое время. Иногда грустная. Да, и Курск, он все-таки Курск. Давай, да. Давно я не брал в руки снежок. Доброе утро, это Клоков Дима. Да, мы здесь по адресу. Да, нам где встать? Там хаотично как-то где-то, да, припарковаться? Хорошо, есть. Опа, вылезешь там. Угу. Вообще прям в спортформе. Молодцы. Ну так, чуть. Ну нет, рельефные. Может так. Вы. Рельефные? Да. Рельефные. Скажи, кто на что раньше внимание обращал, да? Я сейчас на это очень обращаю. Да? Дима, вы можете пойти в дом посмотреть медали? С удовольствием. Покажешь? Да. У тебя свои-то медали уже есть? Ну, есть они внизу на первом этаже. Сколько у тебя медалей уже? Один кубок и 4 медали. 2 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовая. Это Европа, мир. Но олимпийский там. Так, ты говорил, что ты штангу нормально уже там более-менее поднимаешь? Ну да. Давай с палочкой рывок попробуем сделать. Покажешь? Опа, а все сядешь? Так. Ну ничего. И ты говоришь, 20 поднимал, да? Да. Штангу за голову заводи. Туда и вот тут. О, все, теперь видно. Все нормально. Красавец, есть. Красавец. Ну ты сам пока не думал еще штангой заняться, да? Ну да, пока не думаю особо. Но ты не против? Ну, пока что нет особо. Что самому нравится делать? Ну, нравится мне заниматься спортом, боксировать, ну, слегка поднимать штангу тоже, и акробатикой заниматься, и плавать. Ничего себе. Все нравится, да? Да.
Муж говорит, будущий еще, пока мы только познакомились, говорит: Валь, пойдем, не так нельзя, пойдем в спортзал, он тяжелой атлетикой занимался на тот момент, пойдем, просто будешь подкачиваться, с нами тренироваться, одни мальчишки, мужики, там, раздевалка одна, ну весело вообще, романтика, а не жизнь, вот. Ну, тренировалась, нормально так получалось, все и морально так вошла в норму. Он говорит: ты знаешь, прошло месяца полтора-два, существует женская тяжелая атлетика. Это был, наверное, сколько? Мне было там 21 год. Наверное, где-то 90-й, 91-й год, вот так. Но когда в зале качались, получается, мысли были именно фитнес какой-то такой, вот бодибилдинг, то есть занимались не конкретно тяжелой атлетикой, да? Абсолютно потом он уже озвучил нет. про это, что Нет, тяжелая атлетика есть. Абсолютно. Общение и вот этот женский коллектив так надоел, что с мужиками лучше, проще найти контакты, весело и все остальное. Я говорю: ну и что, как? Ну давай попробуем. Хотя у него техникой такой не было, у нас не было школы в Воронеже. Такой школы тяжелой атлетики. Ну, попробовали. Пусть там начало коряво все, конечно. Техника — это, наверное, 70% успеха. Вот здесь я обязательно вставлю видео с ваших сборов в Подольске, где вот действительно, вот я бы сам этого не сказал, но коль вы сами это озвучили, действительно заметно вот то, как вы поднимали, и то, как сейчас поднимают. Вот разница в технике просто колоссальная, да? Тогда было, конечно, все такое, как это, больше коряво, силы, да. коряво как-то. Абсолютно. Даже, мне кажется, сами особо не понимали, что делать как-то. Вот. Я видео вставлю обязательно, да. Не понимали, тяжело было, но все мы это прошли. И пройти надо было быстро, потому что он сказал, что существует женская тяжелая атлетика. Ну, давай попробуем. Попробовали. Месяца через 2,5-3 я выполнила мастер спорта России. Потом как-то увлеклась, потом думаю, ну, еще дальше. Янспар, это международный турнир у нас был, международного класса мастер спорта выполнила. Еще через 3-4 месяца. К какому году вы почувствовали, что техника стала лучше, потому что значительно лучше стало смотреться на следующих соревнованиях, там уже к Олимпиадам и так далее, нежели вот то видео, которое я говорю, которое я обязательно вставлю с Подольска. Только в 2000-м, да, по ощущениям? По ощущениям почему? Потому что я там увидела многое на Олимпийских играх. Потом я после Олимпиады, мне казалось, я вообще в жизни больше ничего не боюсь, абсолютно. И тут я уже просто начала, конечно, работать. Опыт, 2000 год, потом, да, 2000, потому что потом уже я вот этот год еще быстрее, бежать надо было быстрее. Что за гонка была? Это болезнь, это жажда больше. Личная просто? Да, хочу больше. Спина болит, Сережа говорит, отдыхаешь, все, лежишь неделю вообще, потом это восстанавливаешься. Как так? Китаянка там пашет, а я тут лежу. Понимаете, как это так? Рад был видеть. Спасибо. Главное, не отрицать. Всем Свой зал есть. Давай, мамочки, папочки, привет. Да, Денису, привет. всем. Привет огромный. До свидания. Батя, маме, привет. Хорошо. Сейчас прям отправлю фотографию, привет передам. Обязательно. Я специально после Курска не стал ничего комментировать, чтобы не ломать хронологию и определенную интригу, но мне, конечно же, есть что сказать, почему это произошло, к чему в результате все это дело привело, что я обо всем этом думаю, поэтому смотрите, я вам все это дело расскажу. А вот таких вот встреч классных, как с Валентиной Поповой, их в момент автопробега было довольно-таки много, но частенько они получались такие скомканные, потому что люди хотели полноценно встретить и город показать, и покормить, и попоить. А мы находились в тайминге, мы находились в определенном графике, и для меня все-таки было важно снимать контент, потому что, ну, имея такую возможность, имея такой шанс встретиться, например, там, с Андреем Матвеевым, с Валентиной Поповой, там, например, с Андреем Киселевым в Красноярске. Это люди, с которыми я долгое время находился на сборах, и потом жизнь нас развела. И вот если бы не вот этот автопробег, например, то, может быть, мы вообще бы больше никогда бы не встретились и не имели бы возможности и просто пообщаться, и в то же время записать видео, которое и многим, я уверен, и вам интересно посмотреть. Поэтому я пытался каждый раз балансировать, чтобы и гостеприимство полностью принять, да, и в то же время записать эти там часовые видео, интервью я имею в виду. Вообще Воронеж для нас получился очень насыщенным. После встречи с Валентиной Поповой мы поехали в зал «Атлант» к ребятам-тяжелоатлетам, посмотреть, какой зал они открыли.
Видно, что парни фанатики своего дела, любят тяжелую атлетику, поэтому зал получился классный, и уютненький, чистенький. Там же парни нас покормили. Ребят, еще вам раз большое спасибо за встречу, за баню, которую вы организовали нам вечером. Вообще история с банями — это отдельная история. Их было очень много. Сказать, что были через день, ну, наверное, как минимум через день, а часто и каждый день. И к концу автопробега такое было ощущение, что парить уже практически нечего. Но, собственно, Россия без бани куда, да? А потом мы поехали на завод, ультравод, где производится спортивное оборудование. Для меня важно было там встретиться с директором предприятия, записать с ним интервью для фильма, который, я надеюсь, вы уже посмотрели, про бизнес вокруг тяжелой атлетики, про спонсоров в тяжелой атлетике, и также посмотреть вообще на всю эту металлообработку, так как мне это все-таки, как я уже говорил, все это по кайфу. И потом нас ждала встреча в другом зале штанги с детьми, с кроссфитерами, с любителями тяжелой атлетики, даже некоторые сборники приходили, и тренеры, и руководители федерации местной. И вот таких встреч, как вот в Курске, больших, разношерстных, скажем так, как в Воронеже, их было очень много, и мне, в принципе, нравятся все эти вещи, да, но в то же время это довольно-таки сложно, потому что каждый ждет чего-то своего, да, дети ждут одного, взрослые ждут другого, и приходилось вот это вот балансировать постоянно, но тем не менее это приносило удовольствие. За то, что я ногу сейчас травмировал. Сейчас бедро травмировал. Да, ты говоришь в Курске. Поднатянул сейчас так. Ты, наверное, застрахован.